Дорогие друзья, я вам уже дарила спасительные аяты, все благие аяты мироздания. И я сказала, что будет продолжение. Продолжение и следующий аят я назвала благодатные аяты мироздания. Аят – это с древнепарфянского, означает чудо или завет. Считалось, что аят – это мольба, которая открывает врата Вселенной. Благодаря этой мольбе, этой энергии, которую отправляет человек в мироздание, в космос, раскрываются эти врата, и боги слышат его. То есть это то, что идет не просто от всего сердца и души, это идет от всего его естества, от его крови, от его подсознания, от его духовного мира, от генетической памяти. Это всецело чем-то напоминает мантры, но мантры немножко отличаются тем, что мантры однообразно все время повторяются, как бы стрелой пробивая пространство. Аяты немного другое. Аяты слышатся быстрее, и они действительно как чудо работают. Или как завет между человеком и богами. Там, если какой-то хрумканье слышите, это Зена у нас проснулась и кушает вкусняшки. Поэтому прошу прощения за меня и за нее. К сожалению, она не понимает, что мне тут важное дело. Так вот, перед вами древо Вселенной. По крайней мере, так представляли это древо. Древо жизни, древо народов, древо людей и богов. И на ветвях этого древа, а изображался, как правило, дуб, поскольку дуб – это такое крепкое дерево, которое держится веками, да, которое держится корнями. И древо, потому как, уже говорила, корни дерева уходят в мир мертвых, а ветки поднимаются к небесам, в мир богов. Так считали древние. И вот древо жизни человека, древо его естества, соединение с богами. В каждом аяте есть маленькое четверостишье на языке духов, которое мне приходило, когда я составляла их. В наше нелегкое время особенно они нужны. Хочу вам сказать, что аяты мироздания очень многим помогли выжить и пережить трудные времена. Они снова наступают. И я снова с вами. Пускай уже с каналом, где меньше народу, но вы знаете, для меня нет значения цифра, которая там написана. Я знаю, что мои работы берут и сохраняют не только дочерние каналы, что мои работы сохраняют на других сайтах, что мои работы сохраняют люди у себя в архивах, что они есть везде и всюду. И канал я рассматриваю всего лишь как выход к людям. Возможность за людям передать то, что мне нужно, чтобы они источник, откуда они возьмут, перепишут, запишут, сохранят и распространят всюду и везде. Поэтому для меня, поверьте мне, не имеет значения 1000 человек на моем канале, 10 тысяч, 200 тысяч. Для меня главное, чтобы из какого-то источника исходила эта информация. А дальше оно пойдет, и очень много миллионов людей за определенное время это увидят, как так и было и всегда. И потому, если кому-то казалось, что после той подлости, которую сделали с моими каналами, я должна остановиться и переживать или разочаровываться во всем, они очень плохо меня знают. Я воин. И я хочу вам сказать, что каждая трудность людей, у которых характер воина, стимулирует. У меня появляется, наоборот, такой азарт. Вот сейчас, за те месяцы, пока мой основной канал будет закрыт,
у меня появился азарт этот канал так поднять, чтобы он практически ничем не уступал тому основному каналу. Знаете, я это сделаю. И вы меня знаете. Таких людей, как я, сломить невозможно. И как говорил Чингисхан, духом не упадешь, силой не возьмут. Так что зря вы, конечно, так подумали, сделали. И то, что вы делали, возымело обратный эффект. Меня узнали еще больше. Например, на моем инстаграме, кстати, есть инстаграм, официальная ведьмина изба, кажется, называется, или Инга Хосроева. Я сама не знаю, там Яна ведет. Так вот, на моем инстаграме за пару дней 10 тысяч человек подписались. Это значит, обо мне узнали еще больше. Иногда, знаете, такое не было счастья, да несчастье помогло. Иногда с помощью таких вот подлых действий о человеке узнают больше, чем знали раньше. Как говорят, запретный плод сладок. Люди начинают задумываться, что если этого человека сливают, значит, он знает чего-то такое, что очень нужно и полезно, поэтому пытается ему помешать, и надо бы побольше узнать об этом человеке. Ну, да. Начнем. Итак. Спасительные аяты мироздания. Все благие аяты мироздания. И третье, которое я сейчас вам дарю, это благодатные аяты мироздания. Здесь особые слова-ключи. Если вы будете все время читать аяты мироздания, если вы будете часто читать их, один выберите или все три, пока что три, вы заметите, как вокруг вас вот образуется некая такая защитная зона. И невзирая на все трудности, у вас будет совершенно иной мир вокруг. У вас будет получаться то, что у других не получается. И еще раз напомню. Кризисный заговор моей прабабушки, или заговор во время кризиса, спасение от кризиса. Он очень сильный и очень многим помог. Этот момент кризиса, безработицы, безденежья, запретов пережить. Достаточно прочитать раза 3. Но многие читают много раз, говорят, что это их успокаивает. Когда будете читать, будет такое ощущение невесомости. А после наступит абсолютное спокойствие. Прояснится голова, прояснятся мысли, подсознание успокоится. Перестанет мучить страх. Когда человек не боится процессов, которые происходят, не боится системы, не боится ничего, он может спокойно, хладнокровно принять решение, которое ему поможет в будущем. Итак, вы в это время можете включить мелодию, можете окуривать благовоние, можете расслабиться, можете включить мантры, можете включить дудук, можете включить какую-нибудь классическую музыку, что хотите. Здесь не обязательно нужен алтарь, достаточно свеча. Можно просто открыть окно и читать в пространство. Главное, расслабьтесь, отключите все страшные мысли и просто соединяйтесь со Вселенной. И мироздание вас услышит. Читать можете в любое время дня и ночи, утром и вечером, когда есть внутреннее желание. Я вознесу свое благословение и скажу: благодарю вас, боги, боги отцов наших и пращуров наших. Слава богам на небесах, слава, а на земле нам слава.
Мы единое целое. Сила богов в моей крови. Их воля священна. Их защита непробиваема. Мне открыли спасительные аяты мироздания. Я ими сильна. Я ими полна. Я дитя богов. Человек не властен надо мной. Я выше людских страстей. Я знаю тайну. А кто тайну знает, тому Вселенная помогает. От всякого зла спасает. Живи, моя плоть, ликуй, моя душа. Меня благословили боги. Они открыли мне врата свободы. Я их любимое чадо. Боги, моя крепость. Ом Айямае. Ом Дио Шаэро. Явайя Мае Сиаре. Лиорасто. Вивето Асме. Ом Риае. Ом Диоре. Ом Виасоре. Заклинаю. Я вознесу свое благословение и скажу: благодарю вас, боги, боги отцов наших и пращуров наших. Слава богам на небесах, слава, а на земле нам слава. Мы единое целое, сила богов в моей крови, их воля священна, их защита непробиваема. Мне открыли спасительные аяты мироздания, я ими сильна, я ими полна, я дитя богов. Человек не властен надо мной. Я выше людских страстей. Я знаю тайну. А кто тайну знает, тому Вселенная помогает. От всякого зла спасает. Живи, моя плоть. Ликуй, моя душа. Меня благословили боги. Они открыли мне врата свободы. Я их любимое чадо. Боги, моя крепость. Ом Айя Мае. Ом Дио Шаэро. Явайя Мае Сиаре. Лиорасто. Вивето Асме. Ом Риае. Ом Диоре. Ом Виасоре. Заклято. Я вознесу свое благословение и скажу: благодарю вас, боги, боги отцов наших и пращуров наших. Слава богам на небесах, слава, а на земле нам слава. Мы единое целое, сила богов в моей крови. Их воля священна, их защита непробиваема. Мне открыли спасительные аяты мироздания. Я ими сильна, я ими полна, я дитя богов. Человек не властен надо мной. Я выше людских страстей, я знаю тайну. А кто тайну знает, тому Вселенная помогает. От всякого зла спасает. Живи, моя плоть, ликуй, моя душа. Меня благословили боги. Они открыли мне врата свободы. Я их любимое чадо. Боги, моя крепость. Ом Айямае. Ом Дио Шаэро. Явайя Мае Сиаре. Лиорасто. Вивето Асме. Ом Риае. Ом Диоэ. Ом Виасоре. Заклинаю. Магия вам в помощь в эти непростые дни. И поверьте мне, только силы магии, только древние боги нам сейчас помогают и помогут в дальнейшем. Больше не на кого нам надеяться в эти сумасшествия мировые, в эти моменты мракобесия, которые происходят и будут происходить, потому что послушное стадо само желает идти на убой. Ничего тут не поделаешь. Всем удачи, всех благ. И пусть боги помогут тем, кто достоин этого.